Друзья, всем привет! Продолжаю совершенствовать свой балансировочный станок. Хочу попробовать крутануть на нем коленвал и посмотреть, насколько он отбалансирован. Это коленвал с мотоцикла. Он должен вращаться около 13 тысяч оборотов в минуту. И хотелось бы перед установочкой его проверить, ребята. Посмотреть, как он будет работать, насколько качественно он отбалансирован. Но для этого пришлось очень сильно здесь все переиначить. И даже уже пошли переделки. Потому что, например, вот эти пластины, на которые я потратил очень много времени, они изготовлены из фторопласта. Ну, то ли фторопласт оказался какой-то не такой системы, то ли я не знаю, в чем проблема, они начали стираться от коленчатого вала. В итоге коленвал теперь плохо вращается, и я не могу даже вам продемонстрировать, как это работает. Поэтому сейчас нужно наделки немножечко переиначить. Выбирал фторопласт, потому что думал, он не будет стираться и будет хорошо скользить. Хотя я и маслице подкапывал, все, но вот он почему-то стерся, ребят. Поэтому надо сделать новенькие наделочки. На этот раз я их изготовлю из капролона. Ну и вот вам небольшое видео, как я вырезал эту пластину. Переделываю полозья, ребята. На этот раз буду с графита наполненного капролона. Идет какой-то невидимый процесс совершенно. Ну, просто я заглубляюсь сразу на всю глубину. Все же это пластик. Вот такую толщину выбрал, и все, идет процесс, ребята. Лютая фрезеровка на канале, это жесть. Лишнее оторвало, получается. Обалдеть. Ну, на мою деталь это никак не повлияло. Моя деталь в норме. Отделю полоску. Ее длины все еще хватает, несмотря на то, что отвалился кусок. Также еще сделал упор. Ну, все это нужно делать под каждый ротор. Разный упор. Здесь он регулируемый. Чтобы коленчатый вал, например, не смещался из стороны в сторону. Ну и вишенка на торте — это привод. Привод будет осуществляться от высококачественного сверхотбалансированного БК мотора. Можно регулировать обороты в широких пределах. Звук, конечно, потрясающий. Но пока, ребята, у меня беда с пасеками, с ремешками на него. Сначала я прикупил резиновые пасеки от радиоэлектроники. Они довольно-таки широкие, крупненькие, но они слабенькие. Крутануть можно, даже коленчатый вал, но как-то туго идет и до больших оборотов не раскрутишь. Также я заказал вот такие очень качественные ремешки, но они оказались полиамидными, пластмассовыми. И это бы все ничего, но у них нет резиновой поверхности. То он такой с одной стороны, а такой с другой стороны. И они не скользят просто-напросто. В этом весь прикол. Поэтому мне пришлось еще раз все это заказывать. И плюс еще с Китая идет. Ну, короче говоря, рано или поздно я приду к нормальным ремешкам. Просто когда что-то делаешь с нуля, когда у тебя нет опыта, вот такая чехарда всегда происходит. Очень трудно купить то, что надо. Ну, либо надо на каких-то профильных форумах, которых по балансировке, походу, не существует, сидеть. И там тебе подскажут, как надо. А я вот прохожу все сам. Правда, с вашими советами, ребята. Так что сейчас поставим наделочки из графита наполненного капролона. Это был подарок от подписчика. У меня много-много такого материала, и надо бы его использовать. Потому что он хороший, очень качественный. Не то, что этот поддельный фторопласт. Надо же, как мне не повезло. Какой-то некачественный фторопласт купил. Надеюсь, вам сейчас будет видно эту ямку, которую проела, ну, довольно-таки небольшим временем эксплуатации. О, вот так хорошо видно. То есть чуть-чуть я колено покрутил, не успел даже балансировку проверить.
И оно уже стало туго крутиться, потому что в ямку попадает. Беленькие заменил на черненькие. Надеюсь, будут работать гораздо лучше. Итак, друзья, сейчас мы будем делать то, о чем я так давно мечтал. Крутанем коленвалок и посмотрим на его дисбаланс. Так. Накидываем ремешочек. Здесь я предусмотрел грузик, что поддавливал. Усилие довольно-таки большое, но будем раскачивать. Что же он так туго-то крутится? Маслица ему. Есть контакт. Вот так это выглядит, ребята. Для того, чтобы считывала правильно метку, сделал специальный кружок с белой полосочкой. Сначала делал поуже, пробовал, но оно как-то, знаете, считывает нормально вроде бы, но разные данные вот здесь и в программе. Что меня удивило, такого раньше не было. Уже даже реагирует. Оп, 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 оп. То есть раньше такого не было, поэтому меточку я расширил. Слишком тонкую не хочет считывать. Шкив коленвал оттягивает вниз, строго вертикально. Пока у меня ремешок не обрезиненный, нужно довольно-таки приличное усилие, чтобы началось вращение. Поэтому я здесь предусмотрел грузик. Грузики можно наваливать побольше, поменьше. Вот сюда нужно капать масло. У меня еще в планах сделать на шарикоподшипниках здесь, чтобы крутилось. Оно тогда значительно легче будет крутиться, нежели сейчас. Но у меня лапки вот эти сменные, можно делать все, что угодно. Вообще вот эта рогатка, она больше под корпусные турбины заточена. Здесь на такой длине прокатило бы с лихвой и на тех моих старых лапах. Но так как у них здесь слишком гигантский радиус, все равно что-то надо было бы мутить. А так как я захотел организовать еще и электропривод, то решил сделать еще пару всяких таких разных доработ. Также мне еще предстоит тюнингануть станок, чтобы я мог отдельные роторы балансировать не в своих подшипниках, а в отдельности. То есть насаживать их на какой-то вал, например, крыльчатку компрессорную, она в двух плоскостях балансируется, и турбинную крыльчатку, она балансируется в одной плоскости. Насаживать на какой-то вал и балансировать. Так что, ребята, сейчас будем запускать и смотреть, как оно работает. Но для начала нужно запрограммировать программу. Даем раскрутку до 2000 оборотов. Так, пошло дело. Надо периодически смазывать. И оно тогда хорошо крутится. Вот уже 690 оборотов. Поехали дальше. Ну что ж, вот так оно вращается, ребят. Вполне себе нормально. Попробовали, вроде бы крутится. Теперь ставлю пробные груза и делаю 3 режима измерений. Все как положено. 2 уже сделал. Такие цифры, ребята, вот смотрите. Прикол в том, что если я что-то не так ввел, то со вторым грузом обычно оно вообще не измеряет. Пишет, груз неверно задан. Ну, что-то как-то туго, конечно, он раскручивается. Не могу понять, в чем причина. Ну, я раскручу по-любому. Маслица поддаю тут. Да, обязательно. Ну, тогда оно раскручивается. Все, погнали измерять.
Так, 2000 оборотов есть. Все, рабочий режим пошел. Ну что ж, сработала программа. Остаточный дисбаланс оказался довольно-таки большой. Я думал, меньше будет. Установил наш многострадальный хаммер. Очень хорошо закрепил. Теперь моя система будет работать как надо, именно так, как я и добивался. Все шатается, все шевелится. Сейчас будем балансировать. Сделаю, как обычно, цикл балансировки. То есть надо сначала без груза, потом с грузом, одним, другим. Ну, это вы видели уже в прошлом видео. Вот такие данные я внес. Продолжить. Ну что ж, давайте измерять. Сейчас мы заодно увидим, есть ли повторяемость. Буду пользоваться по-прежнему тем самым пылесосом. Оборотики 5500 должны быть. Включаем режим измерения. И смотрим на повторяемость. Сейчас появятся красные полосочки. Если все хорошо, они будут стоять в одном месте. Не будут прыгать сильно вот так. Так, раз. Два. Ребята, на том же месте стоит. Третий цикл тоже, в принципе, на том же месте. Ну, рано радоваться. Да, 4 цикла уже прошло. И все на одном месте. Это фантастика, друзья. Это просто шок. Смотрите, есть повторяемость. Ну ладно, мы измерим сейчас вибрации. Вот. И попробуем весь цикл пройти. Далее нужно останавливаться и прилеплять грузики сначала на одну ось. 0,2 грамма я запланировал, потом на другую ось. Так, но это я вам все показывать не буду, ребята. Сразу перейдем к результатам, потому что вы это очень много раз видели. Итак, ребята, можете меня поздравить. Спустя буквально полчаса, может быть минут 40, я сумел добиться вот таких результатов. Мало того, ребята, самое классное, что все градусы в градусы попадают. Пользовался простейшим транспортиром, налеплял грузики и с каждым разом все лучше, 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 лучше результат. Вот, смотрите, всего сколько грузиков налеплено. Грузики лепил в основном туда, куда надо, то есть не так, как раньше по всему кругу крыльчатки, а именно в самое, ну вот в нужное место. И получились вот такие результаты. Здесь в нолях, здесь немножко выше. Там у меня 0,36, по-моему, должно было быть. Ну, 0,04 это в принципе в допуске. Это довольно-таки качественная балансировка. Видите, сколько груза надо добавлять? 0,002 грамма. Ну, еще можно в принципе. А, вот он допуск. Вот, 0,035, да. Класс, ребята, я, если честно, просто в шоке, что работает. Давайте еще раз проверим на повторяемость этот результат. Кстати, невзирая, что пылесос здесь вибрирует, все работает. Оборотики более-менее стабильно держит. Сейчас в режиме реального времени сделаем. Смотрите, какие данные. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ха-ха-ха, вообще. Это шок просто. Вот это, друзья, цифра, это общие вибрации вместе с пылесосом там и так далее. А вот это цифры, это наши искомые. То есть это именно оборотный дисбаланс. Тот, который мы улучшаем. Все, делаем замер, смотрим результат. Чуть-чуть данные изменились, но они по-прежнему очень маленькие. Я в шоке. Все работает.
Ребята, просто супер. Я, если честно, счастлив. Классно, что станочек наконец-то начал правильно работать. Как оказалось, ни пылесос ему не мешает. Через долгий путь мне пришлось пройти, много чего пришлось изучить. Но вот он результат на ваших глазах. Станочек работает, станочек измеряет градусы. Есть повторяемость, особенно когда дисбаланс более-менее крупный, не такой мелкий, как вот сейчас был уже под конец, а когда более-менее крупный 0,2, 0,3, там он показывает очень стабильно, практически градус в градус. И все получилось. Не зря я все-таки купил этот станочек, не зря я столько мучился. Так что такие дела, ребята. Хочу попросить у вас маленький донатик. Прошло уже больше месяца, мне, честно говоря, так и не пришли деньги с Ютуба. Я уже изучил все возможные банки, и Тинькофф банк, Тинькофф уже не присылает, через Тинькова нельзя. Рапида тоже отстрелилась. Я уже подключил Raiffeisen банк, и вот в принципе на Raiffeisen что-то должно прийти, но у меня не пришло. У меня что-то там опять переконвертировалось, короче, деньги совершенно не приходят. Буквально не на что уже жить, уже в какие-то мега-минуса ухожу, ребята. Ну, блин, вынужден просить у вас, просто вынужден. Небольшой донатик, просто небольшой, маленький, самый маленький, ребят. Кто сколько может. Ссылочки на помощь этому каналу, чтобы не загнулся, чтобы продолжал делать такие видео, я оставлю в описании, оставлю, как всегда, свою карточку. Ну а у меня на этом все, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лойсом. Всем пока, до новых встреч. А я буду кайфовать от того, что станочек заработал. Блин, как это приятно, ребята. Это ж просто было какое-то лютое шаманство, космическое. Но сейчас работает. Шок.